Добро пожаловать на мой канал. С вами Валентина. Начался сезон абрикос, почему бы нам не испечь вкуснейший пирог? Ингредиентов нам понадобится немного. Масло сливочное, но можно заменить маргарином. Сметана. Если нет сметаны, можно заменить сыром. Рикотта. Первым делом я подготовлю абрикосы. Нам понадобится 10-15 штук, но это все зависит от формы. Соответственно, абрикосы моем, разрезал пополам, вытащила серединку и включила духовку. Но духовку включила сейчас пока что на 100 градусов. Когда будем выпекать пирог, поставим на 180. Пусть разогревается. Нам понадобится 100 грамм сливочного масла, мягкого, комнатной температуры. Мы перетираем с сахаром, но я сделаю проще. Поставлю в микроволновую печь буквально на 40 секунд. Сразу добавляю щепотку соли. Это меньше пол чайных ложки, потому что про соль я всегда забываю. Отправляю сюда 150 грамм сахара. Хорошенько перемешаем. Потом добавляем 2 яйца. Опять хорошо перемешиваем. Можете воспользоваться миксером. Добавляем 2 чайных ложки разрыхлителя теста. Если нет, воспользуйтесь содой. 0,5 чайной ложки или 1 столовая ложка без верха. Сюда же выкладываю стакан сметаны. 200-250 грамм. Опять хорошо перемешиваем. У нас получается кремообразная такая вкусная масса. И теперь добавляем муку. Муки идет 230-250 грамм. Я пользуюсь стаканами, у меня 1,5 стакана. Стаканы граненый, 250 граммовый. Перемешиваем до однородной массы, чтобы не было комочков. У меня получилась вот такая масса, как прям совсем густая сметана. Если хотите, можете немного еще добавить муки. Но меня такая консистенция вполне устраивает. Берем небольшую форму, она у меня разъемная, постелила пергаментную бумагу. Если у вас фарфоровая, пергамент не нужен. Несмотря на то, у нас есть сливочное масло в тесте, я немного добавляю растительного и смазываю дно и бока. Выложила все тесто, слегка ложкой подровняю. Кстати, такой пирог можно еще использовать и какао. Сделать как зебру. Или просто сделать как кофейный. И теперь выкладываю абрикосики. Слегка их туда опускаю вниз. Тесто будет подниматься, и они у нас потом погрузятся в основном полностью в это тесто. Они будут слегка видны. У меня было 10 абрикос, уместились все 20 половинок. Форма у меня примерно 22 сантиметра, высотой 7. Все, отправляем выпекаться. Температура 180 градусов, примерно 35-40 минут. Смотрите по своей духовке. В духовку то и дело не лазим, а то он у нас опустится. Не забудьте прибавить температуру. Вот, посмотрите, вот такая красава у меня получилась. Он поднялся вверх с шапкой. Но бывает так, что он румяный сверху, но внутри не пропекся. Тогда закрываете пергаментной бумагой и ставите обратно в духовку. Но такой он пышный не будет, он немножечко сейчас осядет. Если вы хотите, чтобы он у вас не оседал, выключаете духовку, буквально 5 минут в духовке он стоит, и потом вытаскиваете, он не должен осесть. Вот такая получилась обратная сторона. Переворачиваю с помощью тарелки, накрываю тарелкой, переворачиваю. Когда слегка остынет, можно посыпать сахарной пудрой. Вот такой пирог получился, но он получается влажный. На этом все. Полный рецепт пирога будет в описании под видео. Ну а вы заходите в гости на канал. С вами была Валентина. Пока-пока!